Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию моей клиентки, которая была у меня еще перед Новым годом. Относилось все отлично, все ноготочки на месте, в принципе и отросли в этот раз не так уж сильно. Но мы решили убрать длину, потому что длина этой клиентки всегда мешает, и сделать какие-нибудь безумно потрясающие нежные ноготочки. В конечном итоге у нас это получилось. Кстати, при выполнении этих ноготков мы использовали тот же самый темно-серый оттенок, который мы сейчас снимаем с ручек. То есть он моей клиентке понравился, и мы его еще раз накрасили. Но при всем при этом дизайн будет выглядеть совершенно по-другому, совершенно в другой технике. Сегодня мы с вами будем рисовать акварели, поэтому оставайтесь, не перематывайте, смотрите внимательно. А мы тем временем делаем коррекцию. Как обычно, снимаем излишки старого материала. В данном случае у нас очень сильно вниз растущие ноготочки, поэтому всегда нужно очень сильно поднимать нижние направляющие. Собственно говоря, отодвигаем кутикулу, убираем птериги, наносим праймер, базовый гель и заново выкладываем ноготок. Сегодня мы ноготочек будем выкладывать гелем средней вязкости, для того, чтобы он своим самовыравниванием помог нам в скорости. То есть мы кладем капельку, она сама по себе растягивается в блик, мы совсем немножечко подпилим, и все, готово у нас ноготочки полностью. Теперь же переходим к дизайну. Светло-серым оттенком выкрашиваем ноготочки, которые у нас будут основные на руках. Темно-серым оттенком выкрашиваем те ноготки, на которых у нас будет дизайн. Дизайн мы сегодня будем рисовать акварельными красками. Для того, чтобы акварельная краска хорошенечко ложилась на наш ноготочек, нам необходимо покрыть красиво покрытие, положить на него блестюшки, если мы хотим, а мы, конечно же, хотим, и в качестве блестюшек у нас сегодня будет золотая поталь.
Для тех, кто не знает, золотая поталь – это материал художников. Они им прокладывают картины. Это тоненькая золотая фольга, которую можно использовать в золочении. Стоит она не так уж и дорого, и одного листика фольги на ногтях хватит, наверное, еще моим внукам, потому что ее реально, очень много. Но эта же золотая поталь продается и в магазинах ногтевых, правда, совсем за другие деньги, намного дороже. Поэтому, если у кого-то нет такого материала, сходите именно в художественный магазин и спросите золотую поталь. Она есть золотого, серебряного, бронзового цвета, в разводах, в общем, много разных вариаций. А мы тем временем переходим к рисованию акварельными красками. Итак, для того, чтобы акварельные краски ложились на наш ноготочек так, как нам необходимо, мы перекрыли ноготь матовым покрытием. И теперь красками, смешанными с водой, начинаем вырисовывать наши элементы. В данном случае у нас вот такие вот полупрозрачные красивые цветочки. Акварелью работается очень легко. Мы можем наносить, можем размывать, можем растягивать, можем делать все, что угодно. В любом случае, просто посидите, повозите эту красочку по ноготку и разберитесь, как она работает. Ничего совершенно сложного, материал очень податливый. Если вам вдруг не понравится результат, вы всегда можете взять просто воду и убрать все с поверхности. Но даже если вам что-то где-то чуть-чуть не понравилось, смоченное в воде кисточкой, тоже всегда можно поправить. В общем, рисуем, разводим, балдеем ровно до того времени, когда нас не устроит окончательный результат. После того, как готова наша акварельная зарисовка, перекрываем ее еще разочек матовым топом и поверх матового покрытия будем выполнять прорисовку белыми глянцевыми красками. Вот в данном случае прорисовку нужно сделать очень тоненько, безумно тоненько. Самая тонкая линия, на которую вы способны, должна быть здесь. Потому что именно акварель, она и славится тем, что у нее получаются очень тонкие линии. Кстати, если у вас проблема рисования тонких линий, вы можете попробовать рисовать их акварельными красками, потому что действительно акварель ложится очень тонко. Единственное, всегда очень сложно подобрать количество пигмента в акварели для красивой яркой линии, но это опять же практика.
Итак, вот такой вот нежный, безумный маникюр у нас сегодня с вами получился. Клиентка осталась безумно довольна, хотя, когда мы рисовали первый цветочек, она предлагала его стереть, потому что ей не очень понравился результат. Но в конечном итоге настолько все нежно, настолько все воздушно, что мы прямо-таки прыгали на стуле от удовольствия. В общем, надеюсь, вам сегодня было интересно, надеюсь, вам было полезно. Мы же с вами встретимся в следующих уроках. Всем до новых встреч, пока!